Мой товарищ, в смертельной агонии не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладонь над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани ты, мой маленький. Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит. В нынешний период развития общества от военной тематики нам никуда не деться. Война сопровождала человечество с древних времен и исчезать пока не планирует. Ради грабежа соседних территорий, расширения государственного влияния, создания колоний, мировые элиты положили немало жизней. И вначале люди не были против. Эпохи феодализма и капитализма романтизировали войну. Участие в боевых действиях считалось проявлением отваги, величия, достоинства. Причем о конечной цели, из-за которой гибнет так много людей, никто не задумывался. Подавляющей части вояк было достаточно мотивации умереть ради нашего любимого и единственного боженьки, который заберет нас к себе после смерти. Или проявить себя, чтобы улучшить общественное положение и получить людское уважение. А потом меняются приоритеты, крутится нравственный компас, и, века эдак с 19-го, простой народ начинает задумываться, зачем все это? Зачем каждые несколько лет сражаться на чужой земле и стремиться к господству над конкретным регионом? В России это переосмысление начало происходить, конечно, после двух важных событий – наполеоновских войн, в основном происходивших на территории стран-союзников, и Крымской, которую Россия сначала развязала, а потом и проиграла, понеся большие потери. Позже на него повлияла и русско-японская, спровоцировавшая в свое время первую русскую революцию. Но главным катализатором антивоенного движения во всем мире стали события, начавшиеся в 1914 году. Великая война, или война, что закончит все войны, запустила неотвратимые процессы. Массы поняли, насколько империям плевать на их жизни, и началось народное продвижение пацифизма. Желая провести передел рынка, справиться с экономическими проблемами и расширить влияние, государственные деятели, капиталисты, предприниматели развязали самый кровавый и ужасающий конфликт на тот момент. Только ради продвижения на несколько километров высшее командование могло положить сотни тысяч жизней, как в битве при Соме, при Пашенделе, в Верденской мясорубке. После потери возможности продвигаться на фронте в 1914-1915 война велась буквально на истощение, чей народ продержится дольше. Такой плевок в лицо уже не мог терпеть никто. Справедливые народные бунты и революции в европейских империях положили конец преступлениям власть имущих. И теперь в сознании людей преобладала мысль «никогда снова». Но спокойствие продлилось недолго. На смену одним преступникам пришли другие, также не ставящие человеческую жизнь ни во что, чему, конечно, поспособствовали те же самые капиталистические страны. Через 20 лет началась Вторая мировая война, умертвившая еще больше несчастных. И бесконечный цикл только разгонялся. Создавалось новейшее оружие, развязывались конфликты, мальчишек отправляли на убой. Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Восточная Европа. К счастью, важные антивоенные произведения прошлого чтят до сих пор. Народная память помогает расширить их список. Сегодня наступил великий день, чье значение в последние годы искажают все больше. Но я хочу обсудить с вами другую тему – настоящее лицо войны в видеоиграх. Не бравые побегушки за неудержимого солдата, расстреливающего врагов батальонами, какой любят ее показывать в подавляющем большинстве американских видеоигр, а европейский взгляд. Взгляд разработчиков, чьи народы переживали страшные события. Всем, кто каким-то образом попал на это видео, привет. Каждому из нас рано или поздно придется задать себе один риторический вопрос. В конце 2014 года свет увидела уничтожающая шаблонная игра This War of Mine. Инди-компания, ее выпустившая, 11-Bit Studio, больше знакома игрокам за свое творение Frostpunk. Симулятор выживания в ледяной пустоши вышел на 4 года позже, приумножил преимущества других игр студии, но This War of Mine достойна внимания не меньше. Идея игры появилась у команды после прочтения статьи про осаду Мостара в ходе Боснийской войны. Война-прообраз как нельзя кстати подходила для экранизации. Здесь, как и в остальном цикле югославских войн, люди зверели и превращались в монстров. Правых сторон просто не было. Что сербы, что хорваты, что боснийцы занимались геноцидом, расправами над мирным населением, изнасилованиями. Противоборствующие стороны ущемляли языки, религию, содержали концентрационные лагеря. Хотя некоторые элементы игры вдохновлялись Боснийской войной, в частности осадой Сараева, а команде помогал человек, лично переживший те события, в игре не упоминается никакая связь конфликта с реальностью. Она представляет из себя собирательный образ войны второй половины 20 и начала 21 века. Где-то, помимо Сараева, расположились отсылки на блокадный Ленинград, Варшавское восстание, даже пресловутый Донецкий аэропорт. Сразу бросается в глаза акцент на реализм. Никакой предыстории, никаких мотивов сторон, никакого обучения, только краткая справка про наших протагонистов. Ведь гражданским в осажденном городе не рассказывают, что делать, кому помогать, как выживать. Сценарий генерируется случайно, так что шансы на победу будут зависеть еще и от удачи. Нельзя готовиться к чему-то заранее при первых прохождениях. Даже срок осады города всегда разнится.
С каждым днем ситуация усугубляется. Не успел сориентироваться и раздобыть важные вещи в начале противостояния? Сам виноват. Не сыграл дом? Получи болезнь. Сделал неправильный шаг? Прощайся с персонажем. Он не возродится. Не будет ранен с возможностью вернуться в строй. Просто устранен, как очередная мышка, бегающая по улицам, стараясь обеспечить выживание себя и товарищей. Ты успел к нему привязаться? Твоя проблема, друг. Создавай альтернативную вселенную. Я так и сделал из-за мук совести. На системе сохранения стоит остановиться поподробнее. Игра ставит контрольную точку автоматически, в начале каждого нового дня. Нельзя даже использовать функцию автосохранения в случае выхода из игры. Каждый день делится на две части. Как раз, извиняюсь за тавтологию, дневное время и ночь. Последнее представляет из себя больше интерес, поэтому вначале кратко обсудим дневные действия. Все время до захода солнца герои проводят в убежище. Покинуть его они осмеливаются лишь в рамках так называемых просьб – взаимодействия с другими жителями. Один член команды ненадолго уходит, а потом возвращается с ресурсами. Хотя просьбы могут быть разными. К примеру, как вам сделка? Написать ложный донос на абстрактного соседа, не фигурирующего в игре, за неплохие ресурсы. Ужасных последствий не будет. Вам не отомстят. Единственный эффект – возможные муки совести. Теперь представьте, перед вами встает такой выбор в реальной жизни, с поправкой на ситуацию в городе, когда ценных предметов ежедневно не хватает. Это одни из главных тем игры – разобщенность общества во время войны и моральные выборы. Лучше всего это демонстрирует ночная часть. Вы способны передвигаться по всему городу и лазить в местах разной степени опасности. Если на старте игры хватает пустующего разрушенного дома с идеальной ресурсообеспеченностью, далее, с ухудшением положения, придется идти на отчаянные поступки. Пример. В тяжелый период, когда необходимо было возвращаться домой с исключительно полными карманами, я решил ограбить церковь. Где-то на небесах мой прадед пустил мужскую слезу счастья, когда представители народа отнимали у священнослужителей излишки богатств. А потом я прочитал сноску про то, как священник Олег занимается благотворительностью и заботой о бездомных, и стало слегка не по себе. Ведь, казалось бы, на первый взгляд, громадные запасы делятся между всеми церковными работниками, так еще и отходят несчастным гостям. Вроде не так их и много, правда? А потом... Я ходил в больницу, где главный врач пытается мириться с переполненными палатами и отсутствием медикаментов. Атмосфера полуразрушенного здания с паникующими медсестрами и обреченными пациентами просто повергает в шок. Особенно, если прочитать отчет об артобстреле, задевшего больше всего детское отделение. В трущобах героям встречается бездомный художник, потерявший из-за войны все, готовый максимально унижаться ради любой еды. И идея кражи у церкви перестает казаться настолько негуманной. У нее в этом месте находятся ресурсы, способные спасти куда больше людей по всему городу. От осознания этого становится еще обиднее за такое неравенство, за незаслуженные людские муки. Тут уж сам решай, готов ли ты выступить эдаким Робин Гудом и восстановить справедливость. Ни одна игра о войне не покажет вам человеческую жизнь настолько никчемной, как здесь. Ты, как и другие гражданские, никто. Ценности у твоего существования нет. Тебя может застрелить поехавшая женщина, оккупировавшие заброшенное здание бандиты, снайперы на стройке, для которых все это развлечение. Роль снайперов в сюжете вообще важна. Они регулярно убивают людей, держат в страхе все население, не дают им выходить на улицу. И то не вымысел, а вновь отсылка на Боснийскую войну. Если вам тошно и горестно видеть ситуацию, творящуюся в This War of Mine, помните, город Погорень вымысел лишь отчасти. В каждой войне рождается его аналог, где страдают не компьютерные модельки, а настоящие люди, существа вам подобные, с эмоциями и чувствами, амбициями, семьями. Каждый умерший на войне человек – чей-то ребенок, чей-то друг, может чей-то родитель. Почему некоторым особам дозволено судить, что их жизнь менее значима, чем жизнь сидящих в тепле богачей, жаждущих за счет горы из трупов приумножить благосостояние себя и своих близких? Правительство и ополчение одинаково не заботятся о международном праве, одинаково разрушают судьбы. Но сильные характером люди, в числе которых наши герои, продолжают существовать. Без подготовки и знания сценария вы должны помочь им пройти все невзгоды до конца. Через их мысли и записи в дневнике понимаешь значимость простых человеческих радостей, испытываемых каждый день. Казалось бы, ладно, не хватает вам кофе, нет у вас книг, от этого хуже не становится. Но какое же внутреннее удовлетворение я испытал от устранения дефицита этого чертового кофе? Ведь только в критические моменты начинаешь понимать, как твоя незаурядная жизнь со стандартными развлечениями на самом деле наполнена искренним счастьем. Счастьем, недоступным десяткам и сотням тысяч людей по всему миру, ежегодно подвергающимся обстрелам и лишениям. Атмосфера игры – отдельный вид искусства. У 11-bit Studio она всегда на высшем уровне. Вы не найдете тут ярких оттенков. Повсюду депрессия и безнадежность. Визуальный прием с использованием отпечатка карандаша достоин аплодисментов. На заднем фоне горит город. Выстрелы и взрывы слышны постоянно. Я уж не говорю про ночные вылазки.
когда даже в безлюдной локации становится не по себе. Музыка, шаги, звуковое сопровождение и виды уничтоженной архитектуры, так тщательно строившиеся, создают ощущение ненормальности. Того и гляди, появится сейчас здесь другой ночной охотник и прикончит тебя. О локациях, где тебе грозит опасность или где есть возможность воровать, отдельная речь. Сердце готово вырваться из груди. Повезло еще, что разработчики сжалились и добавили остановку времени при осмотре вещей. Я не буду рассказывать про крафт, про важность всегда иметь ресурсы для молниеносного решения наваливающихся проблем, про особенности каждого персонажа. Оставлю это вам. Ведь пройти This War of Mine и переосмыслить взгляд на видеоигры о войне должен каждый. Одно прохождение способно занять более 10 часов. Поэтому на полное изучение игры, всех ее событий, локаций, обшарить которые на 100% в первом прохождении не получится чисто физически, без сторонних источников у вас уйдет несколько месяцев. А далее идут другие сценарии основной игры и DLC. Скажу еще пару вещей. Музыка играет здесь невероятное значение. Как и всегда при обсуждении конкретной игры, она звучит на фоне. Вы ее слышите и понимаете все сами. А когда эмбиенты звучат параллельно с радио или гитарой, получается фантастическая услада для ушей. Удивительно, но обстрел, ведущийся на фоне умиротворенной гитарной мелодии или тихой песни, воспринимается иначе. Хотите верьте, хотите нет, можете проверить на ютубе. Представьте себе, и такая обыденная вещь, как достижение, сделана креативно. Это вновь отрывки из дневника и записки, скрытые до получения. Где вы еще увидите такое? И прочитайте эпиграф к игре, цитату Эрнеста Хемингуэя, знаменитого пацифиста, известного негативной демонстрации войны в произведениях «Прощай, оружие», «По ком звонит колокол» и других. С каждым днем она набирает актуальность. Спасибо польской команде за это чудесное произведение. Народ, переживший за всю свою историю столько утрат, точно понимает беспощадность войны и лицемерие ее зачинщиков. Я очень люблю его. И надеюсь, это взаимно. Есть, конечно, еще одно государство, испытавшее куда большие потери и лишения в ходе войны. Войны, окончание которой мы празднуем сегодня. Наверняка некоторым кажется, да понятно, каждый год, каждые несколько месяцев, в школах, в университетах, в медиа мы слышим одно и то же. Великая Отечественная, ее значимость, борьба с нацистами, преступления Третьего рейха на территориях СССР. Однако, очень нечасто вспоминают, чем именно важно противостояние нацистской Германии и Советского Союза, кроме общих потерь. Нацисты уничтожали мирное население союзных республик, занимались геноцидом, мучили женщин и детей, потому что теория Гитлера предполагала под собой причисление славян к низшим существам, чуть выше евреев. Население Советского Союза планировалось использовать в качестве рабов, отобрать у них всю плодородную землю, все ресурсы, заселить пустующие территории немцами. Это все вы, конечно, знаете. Однако высшее нацистское руководство считало СССР главным мировым злом не только из-за славян и евреев. Все дело в вопросе идеологии. Нацизм подразумевал под собой жесткое деление на классы, главенство одного народа, агрессивный милитаризм. Немецкое правительство ненавидело социалистические и коммунистические принципы интернационализма, равенства и справедливости, коллективизма, ненавидело саму суть идеологии Маркса. В первые годы правления Гитлера в концлагеря для политических заключенных отправлялись социал-демократы и коммунисты, индивидуальность и внутренний стержень которых уничтожали. Великая Отечественная война была неизбежна с самого начала. Советская сторона осознавала это не меньше немецкой. Оттого активно занималась модернизацией, усилением армии, съемкой агитационных фильмов. Хотя она не успела подготовиться к войне полностью, благодаря сплоченному советскому народу, грамотному партийному руководству и помощи стран-союзников, война закончилась в Берлине. Гитлеровский режим пал именно от рук людей, которых он всегда боялся. Казалось бы, пора смириться. В играх про Вторую мировую войну настоящий Советский Союз, его настоящую атмосферу и настоящие чистые отношения между людьми мы никогда не увидим. Только полный мифов и пропаганды фарс. Мрачные мысли развеивает один из редких лучиков света в российской видеоигровой индустрии – «Партизаны 1941». Игра про партизанское движение уже звучит как нечто интересное. К счастью, хорошую задумку реализации не убили. Борьба против нацистов в тылу шла на территории всей Европы, в том числе и в самой Германии. Да, не стоит забывать, немецкий народ осознавал вред войны и в условиях сильнейшей цензуры, пропаганды и борьбы с инакомыслием умудрялся организованно противостоять нацизму. Сильнее всего партизаны действовали на Балканах, в странах Греции и Югославии, а также, конечно, на оккупированных советских землях Беларуси, Украины, Прибалтики, России, Молдавии. Народ относился к ним как к героям и с радостью помогал в деяниях. Правда, существовала и альтернативная точка зрения. Партизаны делают народу только хуже, ведь за их налеты наказывают мирное население. Впрочем, как вы понимаете, гражданские рано или поздно пострадали бы и так,
в то время как партизанское движение по максимуму защищало их и портило войскам Рейха снабжение по всей линии фронта. Игра начинается в немецком концлагере, где протагонист капитан Зорин совершает героический побег, позже натыкаясь на товарищей, Санька и Фетисова. Сформированный отряд становится на путь народных защитников и портит жизнь вермахту в тылу. Как и в This War of Mine, партизаны стратегию в реальном времени с небольшой группой в подчинении. Позже ее состав будет пополняться, но на задание нельзя взять больше 3 воинов. Игра, сразу скажу, не для всех, так как миссии поистине заточены на партизанстве, максимальная скрытность, численное превосходство противника и тяжелые бои. Вам придется мгновенно ориентироваться и в идеале понимать окружение. Если неготовых партизанов засекли, тут не выйдет отбиться. Либо миссия завершится автоматически из-за несоблюдения условий, либо вас ликвидируют. В перестрелке необходимо рассчитывать все факторы. Количество патронов, защищенность укрытия, умения каждого члена отряда, прокачивающиеся через классическое древо навыков. Сильно выручает замедляющий время тактический режим. Более того, игру можно сохранять в любой момент, когда герои не ведут бой, не используют способности и не встревожили врагов. Коль такое прохождение кажется слишком казуальным, используйте другой уровень сложности. По факту, игровой процесс не главное преимущество игры, рядом с ним встает атмосфера. При прохождении партизан будто бы становишься героем советского фильма о войне. Погружению способствует и внешний вид деревень, и диалоги между персонажами, и смысловая составляющая. Игроку без фальши покажут и предателей, без зазрения совести грабящих своих же сограждан ради личной выгоды, и зверства немецких солдат, и быт советского народа. Через диалоги, в том числе и в штабе вне миссии, раскрываются характеры и мотивы персонажей. В лучших традициях советского человека, когда появляется возможность закончить борьбу и перебраться за линию фронта, капитан Зорин отказывается и продолжает подрывную деятельность, думая о находящихся на захваченных землях жителях. В разговорах по душам у костра затрагиваются важные вопросы, которые редко фигурируют в AAA проектах. Зачем вообще заниматься, казалось бы, маленькой и на что не влияющей опасной борьбой? Или почему народ не понимает своей истинной силы? Неважно, кто персонаж – русский, украинец, казах – они все человечны и равнозначны. Так же, как и неважно, кто совершает преступления и издевается над мирными – немцы или советские перебежчики. Они будут наказаны одинаково. Главное – поступки, не национальности. Эпоху позволяют прочувствовать реальные фотокарточки и документы, разбросанные на заданиях. В штабе между миссиями сводки с фронта и слухи поддерживают осведомленность партизан и игрока о происходящем. Штаб в целом для героев важен. Там можно лечить травмы, готовить снаряжение для заданий, получать бонусы с пройденных миссий. Фразы массовки на уровнях дают лучше понять реальные мысли людей в то время, а мысли предателей ну просто один в один. Кажется, простые несколько реплик, прописанные для наполнения действа живостью, но как прекрасно они работают вместе с сюжетом. Все протагонисты здесь уникальны, и как личности, и как боевые единицы. Кем заполнить свой отряд – лично ваш выбор. Каждая комбинация добавит свою изюминку в прохождение. Из минусов разве что могу отметить управление. Быть может, я не привык к подобным играм. Однако, когда иногда пытаешься отдавать приказы, получается расхождение во мнении между мной и героями. Вот даю я команду пройти из точки А в точку Б. Бесстрашный партизан, конечно, побежит выполнять ее. Коротким путем, прямо под носом у врага. Приходится давать 5 таких команд. И так повторяешься еще 2-3 персонажами. Или пытаюсь нажать на труп, вытащить метательный нож, обыскать его. Еще немного, еще чуть-чуть. Наконец. В остальном, Партизан 1941 крайне неплохой проект, для СНГ рынка вовсе отличный. Вместо прослушивания постоянных трактовок Великой Отечественной войны от политиков и интернет-бойцов, лучше самому ознакомиться с игрой, после посмотреть пару советских фильмов и понять, какие жертвенные люди тогда жили, как они переживали самую ужасную войну в истории, каким идеалам следовали, за что боролись и как победили. И, разумеется, задуматься. Про войну немало песен спето. Только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Победа во Второй мировой войне была достигнута огромными жертвами, и нам нельзя допускать чего-то похожего. 9 мая – не бахвальство своей военной мощи, не концерты современных исполнителей и не гордость за свое русское происхождение. 9 мая – праздник скорби и слез. Сегодня я искренне хотел бы поблагодарить и поздравить с Великой Победой народы 15 советских республик – США, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Греции, Кубы, Бразилии, Югославских республик, бывших колоний и доминионов, Китая, Монголии, Мексики, Люксембурга и других стран, хотя бы чуть-чуть поучаствовавших в борьбе с мировым фашизмом.
а также партизан Австрии, Чехии, Словакии, Албании, Германии, Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Кореи. Помните, все мы люди, людьми и останемся. Мы равны и неразлучны. Перед лицом опасности мы всегда должны сплачиваться и говорить «нет» любой империалистической наступательной войне, мучающей как беззащитных гражданских оборонительной стороны, так и солдат страны-агрессора, умирающих на чужой земле без смысла и цели. Именно единство спасло мир в 20 веке. Именно о единстве и коллективной работе повествуют две сегодняшние игры. Ни один гражданский в здравом уме не будет поддерживать наступательную войну, ведущуюся ради расширения рыночного влияния и улучшения своего статуса на мировой арене. А если и будет, то ровно до того момента, пока она не затронет его или его близких. Важно понимать, насколько крылаты слова капитана Зорина. Все всегда начинается с малого, и любой комариный укус приближает победу. Победу над руководством, держащим свой народ в заложниках. Если в вашей стране, где бы она ни находилась, началась война, не надо ныть. «Ой, я все равно ничего не сделаю в одиночку. Ой, нас всего 5 человек в группе». Отряд из 5 человек, скорее всего, не закончит войну. Но 500 аналогичных отрядов, осуществляющих деятельность в разных областях, смогут агитировать людей, привлечь больше сторонников, подорвать людоедские настроения, помешать властям. И если бы воюющие и запуганные народы по обе стороны сплачивались чаще, образовывалось бы куда больше 500 отрядов по 5 человек. Это мышление спасло советский народ от поражения и капитуляции. Оно давало сил партизанам по всему миру. Им руководствовался американский народ во время бесчеловечной войны во Вьетнаме. И если каждый третий человек, это услышавший, задумается, что могу сделать лично я? Получится ли у меня вступить в отряд, или создать его, или хотя бы заняться активной агитацией? Всеобщая мировая победа будет достигнута в разы быстрее. Вторая часть итога куда печальней. Увы, фашизм возрождается сейчас активнее, чем когда-либо. Где-то на официальном уровне используют его символику и идеи, где-то происходит его планомерное внедрение в голову людей через рассказы про то, какой исключительный ваш народ, ваша нация, как вам лично поможет Бог, как не стыдно умереть на фронте патриотом. И после разрушения социалистической системы в Восточной Европе множество людей поверило в эти бредни. Националистические группы и лозунги, поддерживаемые массами, это лишь подтверждают. Если какой-то стране и выпадет честь спасать мир от фашизма вновь, она должна будет начать с себя. Но для этого придется создать новую систему и обратиться к идеям прошлого. Мне больно, ведь советские киноделы оказались слишком прозорливы. Риторика в их фильмах была жесткой, но правдивой. Если это можно в Англии, почему нельзя в Западной Германии? Почему нельзя осквернять еврейское кладбище, писать вот такие надписи на могилах и ставить знаки СС? Писать, что мало вас подохло. А вот тут написано, вы думаете, фюрер мертв? А мы думаем, нет. Ведь эта надпись, эти знаки спорят с Вилли Брандтом. Так же, как этот реваншист, который показывает язык нам с вами. Или этот его скандинавский единомышленник. Или этот паренек со свастикой. Это глава американских фашистов, Роквелл. А это фюрер шведских фашистов. Свастики американские, чилийские, французские, португальские. Сколько их? Правда, свастики меняются, но ведь существо-то остается тем же. А вот те, которые сейчас еще ничего не смыслят, они будут говорить о нас как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. Кстати, господин Шернар, раз уж мы встретились, один вопрос. Зачем нужен был этот захват самолета? Ведь до вашего освобождения из тюрьмы остался всего месяц. Если бы остался час, я все равно бы освободился сам. Чтобы доказать вам, что мы еще сильны. Помните, патриотизм не поддержка властей, а поддержка и любовь своей страны, родины. Страну представляют не люди в кабинетах, а многочисленный народ, являющийся двигателем прогресса и главной общественной ценностью. Поддерживать его гонения на убой – антоним патриотизма. В довершение я исполню великую песню, впервые пропетую в легендарном фильме «Два бойца» с советским героем Марком Бернесом. Я настоятельно рекомендую посмотреть его и другие схожие фильмы о Великой Отечественной, чтобы понять, как на самом деле в Советском Союзе обстояли отношения между русскими и украинцами, а также другими народами.
Разобщенные люди рано или поздно воссоединяются и наносят по своему обидчику удар, полный гнева. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.